Всем привет! Меня зовут Александра Краснобаева. Для меня это совершенно новый формат видео, поэтому если вам понравится он, я очень буду рада слышать, видеть, читать вашу обратную связь в комментариях и можете поставить лайк, если вам этот формат понравится. Сегодня я буду рассказывать вам, как вязать вот такое пончо. Обычно я рассказываю максимально подробно, как вязать какое-то конкретное изделие, у меня целый цикл видео. Здесь же просто расскажу вам, как вязала его я. Это не мастер-класс, это не подробное описание, это просто описание моего опыта вязания, с помощью которого вы сможете, возможно, используя свои какие-то уже готовые знания, свои наработки, связать такое же пончо или подобное. А может быть, вам просто интересно, как вяжу какие-то изделия я. Смотрите дальше, и я думаю, что вам понравится. Это пончо я вязала из черной пряжи неизвестного производителя. По ощущениям, состав 100% акрил. Была дана задача. Заказчица предоставила мне пряжу для вязания этого изделия. Я пошла на такую авантюру, потому что я обычно не вяжу из пряжи заказчиков. Но мне было интересно, что из этого получится. Я согласилась и связала вот это пончо. Выбор пряжи, выбор состава, выбор цвета мы не обсуждаем. Это все решение заказчика, поэтому все, что у меня было, я использовала. Ушло на это пончо примерно 1 килограмм пряжи, плюс пряжи не хватило, я добавляла еще свою дополнительную черную пряжу, просто простую полушерсть, поэтому примерно вес где-то 1100 граммов получилось. Вязала я спицами 4,5 мм, нить была тоненькая, я вязала ее в 2 нити. Обхват бедер у заказчицы примерно 110 сантиметров, вот такой размер. Вязала я 3 деталями, у меня было 2 полочки и отдельно связанная 1 спинка. Вот здесь вот у меня шов идет по рукаву, больше швов нет. Я также отдельно связала 2 планки для полочек, на одной планке 6 отверстий для дырочек провязала, на другой планке будут пришиты пуговицы. Пуговицы тоже пришьет заказчица самостоятельно, она хочет яркие красные, и поэтому я уже эту задачу не выполняла. Также есть обвязка низа у переда и спинки и у рукавов. Я решила разделить обвязку, сделать отдельно у рукавов, отдельно у переда и спинки, чтобы разграничить немножко рукав от полочек. И для этой обвязки я вязала такую длинную деталь резинкой 1 на 1 и пришивала ее поперек края изделия. Сверху ложная кетлевка, примерно в высоту 10 сантиметров, тоже резинка 1 на 1, вязала я ее уже в самом конце, после того, как пришила планки. Планки я тоже вязала отдельно и потом их пришивала, для того, чтобы низ изделия заканчивался планкой и верх изделия тоже уходил до самой границы верха. По центру полочек я провязала 2 косички, раппорт косы 5 на 5 на 5 петель, напомню, что спицы у меня 4,5 мм и в высоту 12 рядов. Одну косичку я начала чуть пораньше, другую чуть повыше, провязав первый раппорт своей одной косы. И косы, естественно, я вязала в зеркальном отражении. В одной переплетение вправо, в другой влево, ну или наоборот. Основной узор моего пончо это рис. И по спинке тоже целиком провязан рис. Косы только по полочкам. Ну, в принципе, все рассказала такое основное. Дальше давайте посмотрим на это пончо сверху. Я понимаю, что черный цвет и, возможно, плохо видно, и может что-то будет непонятно, но мне было очень интересно записать такое видео. Дальше я думаю, что буду продолжать, если вам понравится. Ну, а вы можете задавать свои вопросы, если что-то непонятно, в комментариях. Давайте теперь посмотрим, как выглядит это пончо уже поближе. Вот так выглядит пончо в разложенном виде, и вязала я его 3 деталями. Полочка, полочка и спинка, провязанная просто узором рис, без кос. По краю полочки, как вы видите, здесь есть такое вот закругление, и симметрично у второй полочки тоже. Это закругление я делала с помощью неравных прибавок. Сначала я набрала небольшое количество петель, здесь у меня, кажется, 13 петель, и потом стала при каждом повороте, в каждом ряду лицевом добавлять петельки.
5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Вот в этой части я добавляла уже по одной петельке. За счет такого неравномерного прибавления от большего к меньшему получилось вот такое красивое закругление, а не просто прямая диагональная линия. Когда я начала вязать вот это закругление, дошла до этой точки, чуть-чуть ниже, буквально на один раппорт косы, где-то вот в этом участке, я стала вязать косичку. Здесь в косичке я добавила 3 дополнительные петельки для того, чтобы у меня не было здесь стянутости. Коса у меня 5 на 5 на 5, и раппорт косы, по-моему, 12 рядочков. И вот эти 3 прибавочки я сделала не сразу после вязания лицевой глади для косы, а в первом переплетении. Я сначала провязала 2 рядочка лицевыми петельками, а потом, когда у меня было первое переплетение, я уже внутри него добавила необходимые петельки. Чуть выше, провязав 1 раппорт косы, я начала вязать вторую косичку и сделала все то же самое. Косы связаны у меня в зеркальном отражении. Если у меня первое переплетение было с наклоном вправо, то здесь первое переплетение с наклоном влево. И начало вот этой косы соответствует месту уже убавкам по полочке. Здесь я начала делать убавки просто по одной петельке в каждом лицевом ряду. Вот эту часть я убавила одинаково, то есть у меня тут прямая линия. А затем я сделала вот такой вот красивый плечевой шов, анатомически правильный. Я пересмотрела все пончи, у всех пончи такая просто прямая линия здесь провязана, но я решила сделать более правильную посадку, поэтому тут есть вот такое красивое закругление. Закругление я это делала тоже так же, как и снизу, только чуть-чуть иначе. Сначала я убавляла по 2 петельки, потом по 3, по 4, и таким образом у меня получилась не просто прямая линия, а вот такое плавное закругление, которое имитирует наше плечо. То же самое я сделала со второй полочкой. Самое важное, из ширины полочки нужно вычесть 1/2 планки. То есть если мы возьмем всю самую широкую часть, отнимем ширину планки и поделим на 2, мы получим петли для одной полочки и петли для второй в самом широком ее месте. Вот эту обвязку я делала уже в конце, позже. У меня сама полочка вот такая, вот эта вся деталь, это одна полочка. После того, как я связала обе полочки, я начала вязать спинку. Спинка провязана точно так же, как обе полочки, только здесь я еще набрала необходимое количество петель для ширины планки. И здесь у меня в самом начале прямая линия составляет не 13 плюс 13 петель, как на 2 полочках, а 13, 13 и еще ширина планки, по-моему, 12 петелек. И потом я точно так же делала прибавки 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 по вот этому краю. Дальше сделала то же самое, с 2 сторон делала убавки по 1 петле в каждом лицевом ряду и точно так же оформила вот эту плечевую часть. Только если в полочке у меня здесь в косах петель больше, потому что я у основания косы прибавила петельки, 3 петельки здесь и 3 петельки в этой косе, то есть здесь у меня на 6 петель больше, чем на спинке. Я здесь сделала немножко другие прибавки, но они примерно так же распределены, и когда я сшивала вот эту плечевую часть, я здесь не в косичках некоторые места просто не захватывала. Например, вот тут в переплетении вот эти части я не захватила, чтобы у меня коса не расползлась здесь в ширину, а была такая вот ровненькая к самому верху. И тоже, чтобы совпало количество петель у меня и по спинке, и по полочкам. Здесь у меня есть плечевой шов, вот такой вот, то есть я после того, как связала полочки и связала спинку, я сшила эти детали вот здесь вот по плечу и по рукаву. Вот так у меня аккуратно выглядит тоже этот шов. Это все благодаря тому, что убавки я делала перед кромочной. Провязывала необходимое количество петель, делала убавку, вязала кромочную. Кромочные у меня ушли в шов, и вот так выглядит у меня сшитая часть, очень аккуратно. Что по поводу выреза? Вырез по спинке я начинала вязать примерно за 2 сантиметра до самого края, и вязала его так, делала убавки от большего к меньшему. То есть сначала я убавила 7 петель, потом 5, 3, 2, 1. И так у меня получился вот такой вот красивый полукруглый вырез. По
по переду я начала вязать вырез чуть-чуть раньше. Начала его вязать примерно в том же месте, когда начала оформлять плечо. И вязала я его так, тоже с учетом здесь, что у меня будет планка. Я делаю убавки 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. И вот у меня вот эта часть выреза получилась. По переду вырез у нас глубже, чем по спинке. После того, как я связала полочку, полочку и спинку, сшила здесь часть и сшила здесь часть, я начала вязать планки. Да, планки я вязала отдельно, а потом их пришивала. Это связано с тем, что планка здесь более толстая. Если основное полотно я вязала в 2 нити, то планка связана у меня в 3 нити, чтобы она лучше держала форму, была более плотной и хорошо носилась. Здесь у меня планка составляет 13 петель. Одна петелька у меня ушла вот сюда в шов. Ну, здесь у меня на лицевой стороне 12 получается петель. Сшивала я трикотажным вертикальным швом. Вот так это аккуратно выглядит. Можете посмотреть у меня плейлист юбка интарсия, и я там показывала, как красиво сшить вот так вот 2 детальки. Очень аккуратный шов, ничего с изнанки не видно и смотрится тоже шикарно. Вообще, чтобы посмотреть, насколько хорош мастер, можно посмотреть изнанку. И если изнанка такая же идеальная, как и лицевая сторона, то значит мастер молодец. Я всегда стараюсь оформлять изнанку очень аккуратно. Планки я вязала отдельно, и планка у меня равна высоте полочки, плюс вот эта обвязка. Как видите, здесь у меня планка находится ниже, она до самого края доходит, а потом уже идут вот эти обвязки, которые пришиты поперек. И также плюс высота вот этой части, высота воротника стоечки. После того, как я связала обе планки, они у меня абсолютно одинаковые, только у одной есть отверстие для пуговиц. Отверстие для пуговиц я делала так. В одном рядочке я убавляла 3 петельки, разворачивалась, и в следующем ряду 3 петельки снова набирала. Получилась такая дырочка, и потом еще после того, как у меня была связана планка, я еще взяла нитку с иголочкой такого же цвета и просто прошила по периметру, чтобы у меня эта дырочка не растягивалась. Здесь у меня всего 6 дырочек для пуговиц, 6 отверстий. После того, как я пришила эту планку, я уже стала видеть, планка у меня была чуть выше, вот так, я уже стала видеть, как мне обвязывать мой воротник, на какую высоту. Я сделала обвязку ложной кетлевкой, то есть набрала петельки по всему периметру моего изделия, моей горловины, полочка, спинка, полочка. Дальше провязала ряд изнаночными петлями, потом 2 рядочка лицевыми, то же самое повторила с изнанки, ряд изнаночными, 2 рядочка лицевыми, и дальше уже вязала резинкой 1 на 1. Вы посмотрите, у меня есть плейлист худи, я там показывала, как вязать вот такую красивую ложную кетлевку, я думаю, что вы разберетесь. И также ложную кетлевку я показывала в плейлисте свитер регланом снизу вверх со швами. Это был последний наш интенсив. Посмотрите, и 100% вы поймете, как вязать вот такую красивую ложную кетлевку. Там совсем не сложно. И после этого уже на высоту вот этой планочки я связала все, что мне необходимо, резинкой 1 на 1. Получился вот такой воротник стоечка. И также потом здесь я все сшила иглой. Сначала провязала 2 рядочка полой резинкой, а потом все это сшила иглой. Закрыла иглой петельки. И уже вот эту часть пришила. Ложную кетлевку я вязала поворотными рядами туда-назад. Смотрите внимательно, там есть некоторые нюансы, потому что если мы вяжем по кругу, то мы вяжем ряд изнаночный, 2 ряда лицевыми петельками, то при вязании поворотными рядами иногда может что-то поменяться. Так, после того, как я сделала обвязку горловины, пришила обе планочки, здесь сделала боковые швы, я приступила к обвязке низа изделия, и во всех пончо, которые я видела, я заметила, здесь либо ничего нет, вот такая вот цельная обвязка, либо здесь пуговичку пришивают, и эта пуговичка как бы разделяет рукав и спинку и вперед. Я решила сделать вот так более оригинально и обвязала сначала отдельно рукавчик,
а потом отдельно спинку и вперед. Для рукавчика я измерила нужное мне расстояние, здесь у меня 45 сантиметров в окружности, и связала тоже отдельно вот такую планочку, тоже из 13 петелек, как и планка здесь. Связала, и потом тоже аккуратным швом трикотажным я пришила эту планочку вот так вот, как бы к условно рукаву. Здесь также я сшила все швом петля в петлю, плейлист худи, там мы сшивали капюшон, я показывала, как аккуратно сшить, чтобы не было здесь явного перехода, явной границы и такого заметного шва. Затем я взяла сантиметровую ленту, сделала, конечно же, то же самое со вторым рукавчиком. Затем взяла сантиметровую ленту и измерила, сколько у меня от этой точки, потому что здесь у меня уже пришита была планка на вот эту вот высоту, сколько у меня от этой точки полочка, потом спинка и снова полочка, снова до этой точки. Измерила и связала на эту высоту, потому что у меня тут связано поперек, на эту высоту вот такую небольшую планочку, тоже в 13 петелек. И тоже аккуратным швом я пришила поперек всю вот эту планочку. С изнанки получилось вот так. Тоже очень аккуратно, такая резинка, она очень эластичная, просто резинка 1 на 1, она хорошо легла, несмотря на то, что здесь вот такой вот полукруг. И вот как выглядят с изнанки все вот эти части. Очень аккуратные швы получились. В принципе, все, это уже готово. Дальше я спрятала все ниточки, тоже как прятать ниточки я показывала и в плейлисте свитер регланом снизу вверх со швами, и в плейлисте кардиган со спущенным плечом и воротником шалькой. В общем, в любом плейлисте при сшивании я показывала, как прятать ниточки аккуратно. Затем уже можно сделать ВТО. Я делала ВТО сначала отдельно двух полочек, когда я их связала, и отдельно спинки. Просто намочила в теплой воде и высушила на горизонтальной поверхности. И после того, как я уже сделала все манипуляции с обвязками, я еще раз прошлась паром, чтобы все шовчики аккуратно легли. Ну и в принципе все готово, вот так вот выглядит это пончо. Вы можете вязать такое же на ваш размер, как я определяла, кстати, ширину. Я определяла по обхвату бедер, обхват бедер плюс прибавки на свободное облегание, это у меня вот эта ширина, от рукава до рукава. Потом я прикинула, сколько мне нужна ширина рукава, решила, что это 45 сантиметров, и добавила еще 45 сантиметров вот здесь. Но вы должны учитывать, что 45 сантиметров это вот эта часть, а обхват бедер плюс прибавки на свободное облегание это вот эта часть. Такая прямая линия, то есть здесь вам нужно немножко закруглить, добавить вот эту сторону и потом уже посчитать, что у вас получается здесь. Это у меня уже получилось примерно, но главное, чтобы оно хорошо сидело. Ну, вот так я вязала пончо. Ну, в целом все. Пончо отправляется к своей хозяйке, а я пойду вязать дальше. Ну вот, все рассказала, все секреты выдала, как вязала, все объяснила. Если я что-то пропустила, напишите мне в комментариях, можете задавать мне абсолютно любые вопросы, я буду отвечать. Подробного мастер-класса я пока не планирую составлять, но, возможно, в будущем, если вы будете слишком активны, то, может быть, вы меня и вдохновите на создание какого-нибудь интенсива по вязанию пончо. Продолжение этой истории я описывала в своем профиле Instagram, ссылку на продолжение я оставлю в описании под этим видео. На самом деле там был интересный нюанс, который я переделывала, и там даже есть фотографии в переделанном виде, так что можете зайти почитать. Если вам понравилось видео такого формата, вы можете нажать «Мне нравится», поставить лайк, таким образом я буду видеть, что вам это интересно. Для меня это обратная связь от вас. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, если в принципе у вас есть какие-то впечатления, вы тоже можете писать комментарии, я буду все читать, отвечать, мне очень приятно. Если вы на моем канале впервые, пройдитесь по разным моим плейлистам, посмотрите все остальные видео, может быть вам понравится мой формат, потому что я рассказываю о вязании изделий максимально подробно, это видео немножко другого формата.
и вы со мной сможете связать от начала до конца готовое целое изделие, даже если вы не вязали такое ни разу. Поэтому переходите на мой канал, смотрите, подписывайтесь и задавайте вопросы, если они будут. Спасибо вам огромное за внимание, я была рада вам рассказать о процессе вязания, о процессе создания этого пончо. Если что-то еще интересненькое свяжу, обязательно запишу такое же видео, ну и буду продолжать, если вам все понравится. Всем спасибо за внимание, пока-пока, с вами была Александра Краснобаева, до скорых встреч!